Ну, давайте, наверное, очень кратко расскажу, что я делаю. В Booking.com я уже 5-й год, занимался многими проектами, участвовал в Big Data, участвовал в системе ивентов, я расскажу вам про них. На Hello'де я рассказывал про свою работу, ну, не прямо мою, а в команде мы переписывали поиск для букинга. Сейчас я работаю над проектом по хранению персональных данных. В Европе к этому очень серьезно относятся. Вот. И у меня есть такой опыт. Я поработал над несколькими проектами, я построил некоторые из них с нуля. У меня есть опыт, как Booking, в принципе, мониторит, какие у нас тулзы есть, куда мне встать, чтобы не гудело. Вот. И я решил с вами поделиться тем, что я знаю. Тут я хочу сразу такую отступку сделать, да, то есть это вот то, что я буду рассказывать, это то, как я понимаю вещи я, да, возможно, они на самом деле немного по-другому. Ну ладно, поехали. Вот то, что про Женю говорил, да, Booking.com выкладывается в продакшн постоянно, да, и выкладываемся мы практически без тестирования. Есть некоторый смок-тестинг, но он выполняется непосредственно девелопером, да, то есть никакой официальной процедуры тестирования нету по определению. Вот. И если посмотреть на статистику, у нас получается порядка 70 роллаутов в день, то есть какая-то та или иная часть сайта обновляется практически каждые 5 минут. У нас там есть такой один большой чатик, если зайти, там постоянно там роллаут начался, роллаут закончился, роллаут начался, роллаут закончился. Вот. И плюс к тому, что мы постоянно катимся вперед, очень много экспериментов. Вообще Booking свою модель разработки строить на постоянном экспериментировании, на постоянном выстраивании гипотез, на постоянной проверке, отбросы того, что не получилось, и пробования следующего. И вот порядка 1000 активных экспериментов – то, что у нас, это то, с чем мы постоянно живем. Как вообще это возможно? Я хочу тут дать небольшое пояснение. То есть вот такая модель разработки настроится на 3 таких столпах. Первый столб – это по-английски, он очень емко выражается словом ownership, а по-русски это, собственно говоря, ну вот, например, я, будучи разработчиком, я должен ощущать то, что вот я несу ответственность за то, как какая-то система работает. Да? И если есть какая-то проблема, если это мой модуль, то я должен пойти и пофиксить эту проблему. Да? Если, например, я выкладываю чей-то код, то есть вы понимаете, да, то есть постоянно пушатся коммиты в транк, да, соответственно, ты когда есть один большой репозитарий, соответственно, ты когда его выкатываешь, ты выкатываешь не только свои изменения, а ты выкатываешь там изменения и еще там 100 человек. Да, соответственно, если во время выкатки ты нашел какую-то проблему, ты должен либо порешать ее сам, ну, чаще всего это не получается, потому что код проблема где-нибудь там в другом модуле, ты, соответственно, должен найти человека, который владеет той подсистемой, который ты знаешь, что он может ее решить, и должен убедиться в том, что человек понял, в чем проблема, что он порешает ее. То есть это как бы первый столб. Второй столб – это fast reverse, то есть это вот свойство того, что мы выкатываемся очень быстро, оно на самом деле второстепенно. Первично то свойство, что наша система позволяет нам очень быстро откатываться. Да, то есть мы что-то выкатили, какой-то код, посмотрели, ага, у нас какая-то проблема. Если какая-то проблема есть, моментально откатываемся назад. Занимает буквально несколько минут. То есть это такой очень важный критерий. Ну и третье, это вот, собственно говоря, про что мой доклад. По-английски это называется visibility, да, то есть это суммарно мониторинг и алертинг. То есть так как нет тестирования, нет процедуры тестирования, то есть налагаются дополнительные требования на систему мониторинга. То есть она должна нас вовремя оповещать, она должна нам предоставлять исчерпывающую информацию. Так, ну, то есть вот мой доклад вот про visibility. Да, и мой коллега, то есть если вам, в принципе, интересно, как Booking работает вот, по модели быстрого девелопмента, там вот есть ссылочка внизу, потом слайды будет. Мой коллега более подробно рассказывал, кому интересно, посмотреть. Чего я для вас приготовил? Свой доклад я разбил вот на эти вот пункты. Значит, первое, я хочу вам рассказать, какие ключевые метрики у нас есть.
Там, с одной стороны, ничего интересного, с другой стороны, есть такая интересная вещь. Потом я хочу вам рассказать, ну, собственно говоря, как мы поддерживаем сайт, как мы поддерживаем Booking.com Uptime, когда у нас что-то случается, когда у нас пожар. Потом расскажу про инструменты оповещения мониторинга, тот самый Visibility. И в конце, то есть забегая вперед, скажу, что у нас мониторинг в основном построен на графайте, метрик у нас очень много, их там сотни терабайт. Поэтому Graphite Stack нам пришлось переписать с нуля. И вот я хочу рассказать, собственно говоря, во что мы его переписали. Он весь open source, весь доступный, вы можете попробовать его прямо вот после моего доклада. Окей, ключевые метрики. Женя вот рассказывал, что вообще каждому e-commerce, а Booking.com это, безусловно, e-commerce. Наверное, самая ключевая метрика – это, собственно говоря, сколько вот денег в секунду прилетает. Да? Но вот в Booking.com это примерно то же самое. Для нас ключевая метрика – это вот количество бронирований. А это вот прямо метрика, которая вот для каждого девелопера, она вот прямо абсолютно релевантна. Например, если у нас случается какой-то пожар, какая-то тревога, одним из существенных условий является заффекченный букинг или нет. Да, то есть если букинги падают, значит все включается, начинаются раскручиваться механизмы эскалации, значит все плохо, включается больше и больше ресурсов. Если как бы брони не заффекчены, ну как бы можно там потерпеть, подождать, как-то это в бэкграунде все пофиксить. То есть тут ничего нового, наверное, ничего интересного. Вторая метрика, на мой взгляд, интересная, она ее не очень много где увидишь, и называется она бюджетные ошибки, по-английски error budget. То есть в чем заключается идея? Да, то есть так как мы постоянно двигаемся вперед, очень быстро, всегда есть риск ошибки. Да, то есть отсутствие этапа тестирования существенно увеличивает шанс того, что я как разработчик сделал какую-то ошибку. Так вот, бюджет на ошибки, так грубо говоря, закладывается какая-то сумма, которая говорит о том, что если вот мы потеряли брони на вот эту вот сумму, не больше нее, то все окей. То есть, по сути, вот, например, у нас есть какой-то предсказанный уровень бронирования, из-за какой-то проблемы у нас что-то там упало. Например, там, мы потеряли, например, ну, не знаю, там 100 броней, например. Да? То есть это, по сути, упущенная выгода. Так вот, если упущенная выгода находится ниже, например, условных, там, ну, не знаю, там, 1000 евро в месяц, то все окей. Да? То есть считается, что система работает стабильно, нормально. Да? То есть это как бы вот та цена, которую мы платим за быструю разработку, за быстрые эксперименты, за быстрое движение вперед. Естественно, если вот этот бюджет на ошибки он превышен, эта метрика превышена, то опять же начинается включаться механизм, который как бы, в компании запускается механизм, который выясняет, собственно говоря, в чем проблема. То есть, и тут, кстати, есть такой один интересный момент, то, что помимо того, что срабатывает как бы такой виртуальный алерт, когда бюджет на ошибки превышен, но также включается алерт, когда он очень низкий. Например, если у нас бюджет на ошибки в течение месяца всегда 0, да, то к нам придет, ну, скажем так, менеджмент в неформальном виде, скажете, чуваки, ну, как бы вот вы сильно медленно идете, давайте быстрее. Да, то есть вот стимулирует к тому, что давайте идти быстрее, потому что вот у нас есть вот эта вот дельта, да, которую мы можем как бы тратить. На самом деле это очень такая прикольная вещь, потому что с точки зрения девелопера, вот с психологической точки зрения всегда проще выкладывать код, когда ты знаешь, что у тебя есть всегда вот эта вот такая вот дельта, которую у тебя есть право потратить. То есть это очень, на мой взгляд, это очень здорово. Так, и тут, раз мы уже начали говорить вам про ошибки, давайте я сразу расскажу, как, собственно говоря, мы тушим пожар. То есть если случается какая-то тревога, то в первую очередь у нас есть один вот этот чатик в Jabber, мы называем его Live. Там, собственно говоря, происходят все коммуникации по поводу выкладки кода, и в том числе первоначальная координация, когда у нас возникает проблема. То есть, допустим, в Jabber там люди пообщались, ну да, как бы поняли, что действительно проблема есть, например, букинги у нас падают. Что делаем? Следующим образом мы, ну, собственно говоря, так как у нас букинги поаффекчены, стартует конференц-связь. Это обычно телефонный звонок, в котором участвуют релевантные
Девелопер, у нас есть единый номер, который доступен отовсюду, да, то есть люди начинают, опять же, то есть люди, которые ответственны за систему, начинают присоединяться в этот конференц-звонок и начинают решать проблемы сообща. Тут очень важно то, что как бы нам нужен лидер, да, то есть нам нужен тот человек, который будет возглавит этот инцидент. Да? И задача лидера заключается в том, что, во-первых, он отвечает за координацию. Да? То есть, например, когда у тебя в телефонном звонке там сидят 20 человек, нужен кто-то, какой-то нужен арбитр, который будет говорить, что окей, вот ты делаешь то, ты делаешь это. Во-вторых, он отвечает за оповещение, то есть остальная компания должна тоже знать, что происходит. Да? То, что у нас здесь есть сейчас проблема, например, сейчас мы выкладываться не можем. В том числе лидер отвечает за коммуникацию с вышестоящим менеджментом, в том числе вплоть до leadership ship, то есть там в случае если каких-то серьезных проблем, если требуется какое-то решение оттуда. Ну и, конечно же, лидер отвечает за привлечение нужных ресурсов, да, то есть он может пойти, стучаться до определенных людей, сказать: окей, чуваки, вы нам нужны, чтобы порешать эту проблему. То есть таким вот образом мы примерно решаем проблемы. Допустим, проблема успешно порешалась, и следующим очень важным этапом, то есть на этапе, как бы, когда мы завершили конференц-звонок, как бы пожар потушили, инцидент не считается завершенным. Следующим важным этапом является так называемый RFO – Reason for Outage. То есть кто-то должен сесть, чаще всего это тот человек, который отвечает за систему, но не обязательно виновник этого инцидента. Вообще в букинге как бы такое blameless culture, да, то есть как бы, ну, никто никогда не будет там ходить и тыкать пальцем, что вот там типа из-за этого чувака у нас там что-то случилось, никогда его не лишат премии, например, потому что он что-то там сломал. Вот. И в РФО есть 4 основных вопроса, на которые нам нужно ответить. Первое – это, собственно говоря, в чем причина, да, вот в чем, что, собственно говоря, случилось, да, и какие факторы этому способствовали. Вот, собственно говоря, про что говорил Станислав, да, что когда всегда outage – это не один как бы фактор, а всегда их совокупность. Второе – это каким образом мы могли бы избежать подобный класс ошибок. Да? То есть, например, там, мы могли бы, не знаю, там, серверы помощнее ставить или, например, пошардить больше, что-нибудь в этом духе. Третий вопрос – это, а вот в принципе мы могли бы избежать подобный класс ошибок? Да? То есть, например, можно ли бы сделать какую-то автоматизацию, да, которая бы, например, автоматически бы делала бы переключение кластера. Например, у нас один кластер выпал, могли бы мы сделать автоматизацию, которая бы автоматически переключила бы на запасной кластер, таким образом не выплюнув ошибки на клиентский код. Да, и последнее – это очень важно, насколько были эффективны алерты, да, то есть насколько наша система мониторинга эффективно оповестила нас о нашей проблеме. То есть не то, что мы пошли и что-то там узнали, да, вот то, что вот именно наша система пришла к нам и сказала: вот, чуваки, вот прямо сейчас вот там пожар. Так, и в таких вот прямо в критичных случаях есть еще один шаг, который называется постмортем. Это, например, когда у нас какой-то был уже, ну вот, прямо глобальный аутедж, там все упало, то есть собирается группа людей, садятся в комнату, начинают обсуждать. То есть постмортем – это как бы, ну, вскрытие трупа, да, то есть в чем причина, да, то есть они пытаются еще глубже понять, то есть что нам в архитектуре фундаментально нужно изменить. То есть обычно, когда собираются в постмортем, это, ну, прямо там вот что-то надо менять вот очень глубоко. Так, ну вот про пожар, наверное, все. Давайте теперь перейдем к тулзам. Начну с алертинга. Чего у нас есть? Да, тут стоит сказать то, что в букинге как бы есть большой набор своих внутренних тулзов по историческим причинам. Просто когда начинали делать, ничего подобного на рынке не было. Плюс, ну, как бы есть смысл писать то, что вот прямо хорошо работает для нас. Поэтому вот начну с первой тулзы, называется она DDoS Detector. Исторически, я думаю, понятно, что она пыталась сделать, да, по названию. Тут первым таким подпунктиком
event, стрелочка, DDoS-детектор, что это значит? Вот я упоминал то, что я работал на системе ивентов, я хочу просто в 2 словах рассказать, что это такое. Значит, смотрите, у нас есть набор серверов, например, это веб-сервера. Да? Каждый раз, когда они обслуживают какой-то запрос, они формируют некоторое сообщение. Это сообщение может включать в себя всевозможные технические метрики, например, там, сколько времени мы провели, ну, целиком запрос, сколько времени мы провели в базе данных, там, сколько провели в кэше, там, ну и так далее. Там, много-много, там, как был отклассифицирован, какие хедеры у запроса были, как классифицироваться. То есть, грубо говоря, все, что только можно, вот, все будет в этом ивенте. Также есть и бизнес-метрики, например, там, в каких экспериментах человек участвовал, как он был отклассифицирован, был ли это простой пользователь, был ли это робот и так далее. То есть, получается, такие огромные сообщения. Вот, они все уходят в центральную систему, которая называется Event Pipeline. Там было несколько реитераций. На данный момент мы двигаемся в сторону Kafka. То есть есть много машин, 1000 машин, они все улетают в центральную Kafka. И с Kafka, собственно говоря, у нас есть уже консюмеры. Да? Так вот, DDoS-детектор – это вот один из тех консюмеров. То есть его задача стоит в том, что он в реальном времени читает вот эти вот ивенты, которые к нему прилетают, и анализирует их. Да? Его задача – это провести реал-тайм анализ трендов. Да? То есть, например, он может сказать, что вот сейчас какое-то значение, оно существенно больше, существенно ниже, чем того, что было, например, там, 1 минуту назад, или того, что мы предсказываем. Если он это задетектил, то он выпускает алерт, который в первую очередь идет вот в тот самый чатик общий. Выглядит он обычно так вот. То есть там 2 основных варнинга. Это первый underbooking alarm triggered. Да, это значит в том, что у нас букингов меньше, чем мы ожидаем. И второй – это в случае, если у нас есть какие-то ошибки либо ворнинги. Это вот, ну, самописная тулза развивается очень давно. Естественно, мы используем Nagios для всевозможных технических алертов. И в последнее время стали, не знаю, переходить или не переходить, но вот стало появляться в букинге Boson, если знаете, такой тоже open-source тулза. Если не знаете, погуглите. Идея очень простая. У нас есть какие-то источники данных, Boson их периодически опрашивает. Там такой достаточно развитый язык, при каких условиях формируется какой alert или notification, да, и потом оно высылается там с помощью какой-то медиа, там, или по e-mail, или по SMS, ну и так далее. Вот, то есть давайте еще раз немножко пробегусь. То есть вот прямо DDoS-детектор у нас отвечает вот прямо за наиболее критичные алерты в системе. То есть это когда у нас не хватает букингов или что-то там вот прямо ошибки у нас зашкаливают. Nagios Boson это больше технические алерты, там место кончилось, CPU высокое и так далее. Boson такие application specific, то есть любой девелопер может зайти и добавить туда какие-то свои вот вещи. Про алертинг все, про мониторинг. Значит, тут тоже у нас своя внутренняя тулза, опять же, по тем же причинам, то, что она начала развиваться задолго до того, как что-то появилось на рынке. Значит, в чем состоит прикол? Вот так она примерно выглядит. То есть вот, флог – это вещь, которая показывает, какие на данный момент в системе происходят ошибки либо ворнинги. То есть вот этот вот флог – это основной инструмент, на который девелопер смотрит, когда он делает роллаут. То есть, например, вот мы стартанули роллаут, он у нас поехал в продакшн, и мы смотрим, вот здесь вот у нас вырастет какие-то графики или нет. Например, здесь я специально подобрал момент, когда у нас график вырос, да, значит, что тут еще не так. Тут на самом деле у меня сейчас просто, по-моему, не включен режим, когда начинается роллаут, тут поставится такая вертикальная линия, вот типа вот с этого момента у нас появился новый код, там будет еще тег. Вот, и то есть очень легко понять, как бы вот ошибка, она как бы привязана к какому-то конкретному роллауту или нет. Да, там наверху это методы фильтрации. Тут что я вам хочу просто показать, то есть вот это, я уже сказал, это вот количество ошибок. Тут есть колоночка с
Хосты — это сколько машин генерирует эту проблему. Это нужно, например, очень легко понять. Если у вас хост 1 или 2, всего скорее проблема вот с тем хостом, если их 1 и 2. То есть мы просто идем и убиваем этот хост. Еще одна колоночка — это IP-адреса. Например, если ошибка идет с какого-то 1 или 2 IP-адресов, всего скорее это тоже проблема, ну, всего скорее это какой-то бот, который как-то там вводит вам некорректные параметры. Что-то еще интересного. Ошибки, которые есть, они всегда агрегированы. На самом деле это для меня такая была сначала магия, но потом, когда я посмотрел код, все оказалось достаточно просто. То есть прикол в том, что вот смотрите, здесь, например, вот есть missing record и потом в кавычках какой-то хэш. Да, вот вы не хотите видеть, чтобы у вас, например, если у вас там 100-500 этих хэшей, вы не хотите видеть там 100-500 ошибок, вы хотите видеть одну, да. И на самом деле внутри там просто есть набор регулярных выражений, который матчит по кавычкам и заменяет его на какое-то одно, ну, например, там, на почерк, да, соответственно, все ошибки, у которых будет такой же паттерн, они все будут сгруппированы. На самом деле очень прикольно. Еще одна такая прикольная фишечка, которую мы используем. Девелоперов у нас много, соответственно, часто, когда возникает какая-то проблема, несколько человек начинают ее решать одновременно. Либо, например, там один человек начал решить, но другие об этом не знают, начинается вопрос с тем, там, эта проблема решается или нет. Есть такая кнопочка, называется Own It, да, там сразу добавляется как бы твое имя, которое говорит о том, что вот я типа решаю эту проблему. Ну и, конечно, в самом верху там красненький квадратик — это, ну, собственно говоря, те инструкции, как, что делать, если, ну, вот, нужна помощь и нужно раскручивать механизм эскалации. То есть там вот в том числе и там телефонный номер конференц-связи. С чего у нас еще есть? Я уже упомянул то, что Grafana, вот прямо метрик у нас много-много, миллионы разных метрик по своей природе. Поговорим об этом чуть-чуть позже. Сейчас в Graphite у нас пишет несколько источников данных. Я хочу вот немножко рассказать, как мы это делаем. Мне кажется, это будет интересно. Но немножко перед этим мы еще также используем Kibana. То есть такой классический workflow, когда у нас на локальной машине стоит RC-Slog демон, который все сообщения раутит в центральную, в кавку, в распределенную очередь. И потом с этой очереди месседжи у нас улетают в Elasticsearch, которые мы можем в Kibana вытаскивать и смотреть на, там, ну, собственно говоря, что у нас происходит. Давайте источники данных для Graphite. Что у нас есть? В первую очередь это DiamondD. Есть кто пользуется DiamondD для сбора статистики? Нет. Ну окей. На самом деле я в нем совсем недавно нашел одну проблему, думал, если кто-то будет, хотел поделиться. Ну ладно, не буду рассказывать. Что? Не буду. Лучше про другое что-нибудь расскажу. DiamondD — это такой коллектор, написанный на питоне, который собирает у нас статистику с ядра, собирает статистику с мускуля, там, с Nginx. Ну, собственно говоря, все системные метрики собираются с DiamondD. А второе — это тоже самописная вещь, опять же основанная на ивентах. Это такой фреймворк, который позволяет вам в удобном виде, грубо говоря, вы пишете некоторый модуль, который передает вам секунду ивентов. В этой секунде у вас, например, там несколько, ну не знаю, там, например, там 100 этих ивентов. Да, вы можете с этими 100 ивентами обработать, посчитать свою статистику, которую вам надо, потом в удобном виде это все выплюнуть в Graphite. Тут вот смотрите, по пунктам я добавил строить завершенные графики. Сейчас положите немножко на стек, я поясню, что я имею в виду. И следующая тулза — это вот тот же самый DDoS-детектор, то есть у него на самом деле две задачи. Он не только делает алерты, он также строит нам графики. Да? И в чем разница как бы между вот, то есть они оба, собственно говоря, работают по одному принципу, да? Они у нас консюмят наш поток ивентов, каким-то образом обрабатывают его, строят какие-то графики и пихают их в Graphite. В чем разница? То есть Graphite процессор — это больше такой ориентированный на пользователей вещь, ну, это фреймворк. То есть вы можете, например, любой человек очень просто зайдет, напишет свой модуль, там, задеплоит его, активирует и все полетит. DDoS-детектор, наоборот, его задача строить стандартный набор метрик, которым мы можем доверять в случае каких-то проблем. То есть, например, если у нас какая-то, например, если booking под DDoS, да, то есть нам нужен набор метрик на каждую из подсистем, которую мы точно знаем, то, что она посчитана верно.
Да, то есть, например, там человек, например, там в Graphite процессе у нас есть какой-то модуль, в котором может быть ошибка, и нам мы не хотим закладываться на то, что там может быть проблема. То есть мы всегда хотим иметь стандартный набор метрик. И задача DDoS-детектора, вот здесь последний пункт, задача оставаться real-time. Да? Давайте поднимем со стека, что вот значит строить завершенные графики против задачи оставаться real-time. Вот смотрите, вот, допустим, график perceived latency, это то есть воспринятая latency, то есть это то, как наш клиент какие тайминги он испытывает. Здесь 3 графика, то есть 90-й перцентиль, 95-й, 99-й перцентиль. То есть это то, как график должен выглядеть, скажем так, если у нас все работает нормально. Теперь давайте представим, что у нас какая-то, то есть, допустим, представим, что Booking у нас у него какая-то проблема есть, и часть системы перегружена, в том числе перегружен наш Graphite процессор. Он будет делать примерно так. То есть он остановится вот на той секунде, когда возникла проблема, и будет ее считать до упора. То есть он будет ее считать, например, он 1 секунду он считал, например, 10 секунд, он перейдет теперь на следующую секунду, то есть n+1. Опять он 10 секунд будет считать, перейдет на следующую секунду, n+2. То есть таким образом он начнет отставать от реального времени. Да? И в момент в 12:30 мы будем иметь представление только про 12:20, а вот мы хотим знать, что вот сейчас происходит, а не 10 минут назад. И вот тут существенное различие между вот этими двумя модулями. Второй модуль он будет делать примерно вот так вот. Тут, конечно, я очень криво это заштриховал, но идея в том, что DDoS-детектор он будет пропускать секунды. То есть, например, вот мы посчитали секунду n, ее подсчет занял 10 секунд, в следующую секунду мы будем считать n+10. То есть таким образом график будет разорванный, но тем не менее по нему можно понять, что происходит. Например, в Graphite всегда есть опция соедини отсутствующие эти. У вас получится нормальный график, по которому вы можете принимать какие-то решения. Здесь вот такое ключевое условие. То есть получается, что задача DDoS-детектора, вот это имеется в виду, то есть real-time график. Да, плюс он построен таким образом, чтобы не то чтобы прямо пережить DDoS-атаку, но чтобы, по крайней мере, не умереть первым. То есть система мониторинга должна умирать последней. По такому же принципу построена система ивентов, так как она является источником данных для вот этих систем мониторинга. Да? То есть это такое ключевое условие. Так, чего? Ну, вроде с тулзами я все вам рассказал. Давайте теперь поговорим про Graphite Setup. Чего у нас есть? Есть у нас примерно следующее, то есть у нас 32, то есть в Graphite есть фронтенд сервера, который занимается рендерингом, и есть бэкенд сервера, который занимается сториджем. У нас 32 фронтенд сервера, они принимают порядка 400 запросов в секунду, это, собственно говоря, те 400 запросов в секунду, которые летят от девелоперов, либо от дашбордов. Да? Эти 400 запросов вытягивают порядка 40 тысяч метров в секунду. То есть большая загрузка. Бэкэнд 200 серверов, суммарный трафик 11 гигабит в секунду, 2,5 миллиона уникальных store operation, то есть операций записи в секунду на Graphite кластер. Из них, так как replication factor 4, то есть у нас, например, 2 дата-центра, 2 реплики тут, 2 реплики там, то есть всего, получается, на storage прилетает порядка 10 миллионов операций записи в секунду. И суммарно все это занимает 30 терабайт метрик. Вот, а стандартный графайтовский open-source стек, он не в состоянии справиться с такими нагрузками, поэтому, собственно говоря, мы взяли и переписали все компоненты. То есть Graphite стек у нас переписан с нуля, практически, не практически полностью, а полностью. Все в open source. Значит, проект изначально начался вот этими двумя людьми. Они есть на GitHub, если вам интересно, посмотрите. Значит, тут такое небольшое отступление. Вот то, что я вам сейчас начну рассказывать, это вот есть такой доклад, он был представлен на FOSDEM в этом году моим коллегам Владимиром Смирновым. Вот я оттуда слайды взял, позаимствовал, но вот если вы хотите более подробно узнать, вот вам туда. Так, чего у нас есть? Значит, начали мы примерно вот с такого Graphite сетапа. Давайте я так попробую пояснить. То есть у нас вот есть сервера, которые посылают у нас метрики. Они посылают все метрики в Carbon Relay. Это, если вы работали с Graphite, вы знаете, что это такое. Graphite Relay у нас
делает replication, то есть он сохраняет данные в один дата-центр и в другой дата-центр. То есть это как записываются метрики, потом со стороны чтения сверху есть у нас запросы от пользователя, они проходят через load balancer, который балансирует их между двумя дата-центрами. За эти запросы прилетают на Graphite Web, это тоже стандартный графайтовский open-source демон, который вытягивает данные сториджа, там, рендерит их и отображает. Во-первых, боролись с тем, что Carbon Relay получается single point of failure, то есть он один на дата-центр. То есть там смысл в том, что либо вам нужен один Carbon Relay, либо вам нужно научиться конфигурировать его на всех клиентах, если вам нужно какой-то switchover сделать, что достаточно тяжело. Вторая была проблема в том, что, смотрите, например, вот если у нас один из дата-центров выпал, либо, например, одна машина в дата-центре выпала, да, а вот Carbon Relay, у него статическая конфигурация, то есть одна из операций записи, она пофейлится, то есть данных у нас не будет. Потом, когда эта машина поднимается, получается так, что данные какие-то отсутствуют. То есть, например, на одной машине в дата-центре данные есть, а на другой машине в дата-центре данных нет. То есть, в зависимости от того, вот наш запрос на чтение, на какую машину прилетел, он либо покажет данные, либо нет. То есть получается такая как бы, фигня. То есть ты нажал F5, там данных нет, я опять нажал F5, данные есть, да, то есть жопа. Проблема в том, что еще была проблема в том, что вот Graphite Web, когда он опрашивает все машины, идет последовательно, соответственно, чем больше у нас Graphite кластер, тем медленнее рендерится запросы. Ну и в принципе как бы графайтовый стек написан на питоне, вот прямо который вот ванила, да, не очень быстро, сложно масштабировать. Чего сделали? Во-первых, переписали Carbon Relay, написали его на C, сделали его так, чтобы он умел работать с 1 миллионом метриков в секунду и всего лишь на 2 ядрах. Сделали из него load balancer, то есть он сам умеет распределять нагрузку по storage нодам. Он также может выполнять функцию агрегирования, что прикольно, он также умеет буферизировать данные, если апстрим по какой-то причине временно недоступен. Это первое. Второе, то есть плюс его можно выстраивать как бы в древовидном виде, да, то есть, соответственно, вы можете на нодах, то есть у вас есть какой-то список Graphite релеев, которые в кластере, их может быть несколько, например, там 5, да, то есть вы на нодах конфигурируете, что окей, ты вот типа, ты лист как бы в дереве, да, ты пиши в централизованную машину, а центральные машины уже будут уметь писать в централизованный storage. Второе, вот это вот, то, что я вам рассказал. Смотрите, то есть, допустим, вот у нас есть две ноды, нода 1 и нода 2, да, получилось так, что на ноде 1 у нас есть какие-то вот красненькие метрики, то есть это метрика одна и та же, да, но вот у нас на одной ноде есть значение для вот, как сказать-то, для секунд, например, там 1, 2, 3 и что-то там 6, 7, да, а на второй ноде только вот для 1 и там 4, 5, 6, 7. Да, соответственно, в зависимости от того, на какую машину у нас пришел запрос на чтение, мы получим одни или другие данные. Так вот, мы написали Carbon Zipper. Идея заключается в том, что он параллельно посылает запросы на все доступные storage ноды, читая с них данные и тупо их мержит. То есть у нас получается вот такая вот вещь. То есть когда у нас независимо куда пришел запрос, мы всегда получим одни и те же данные. Так, ну ладно, мне тут подсказывают, что время мало. Короче говоря, все стало... Плюс Carbon Zipper, он там еще особым образом взаимодействует с остальным стеком. Там, Carbon Zipper с Carbon сервером 2700 RPS, стандартный стек в наших тестах показывал всего 80. Чего потом еще сделали? Вот Graphite Web, который сверху, это тот модуль, который рендерит запрос, то есть строит вам PNG. Также написан на питоне, также работает не очень быстро. Короче, взяли и переписали его. Переписали опять же на Go, и получилось примерно следующее. То есть было 15 секунд, стало 0,8 секунды. Плюс, то есть не только стало работать все в 20 раз быстрее, да, но получилось так, что вы можете больше посылать сложных запросов. Например, вы можете послать запрос, там, вытащи мне топ-5 метрик там, из миллиона метрик. Да. Раньше это было просто нереально. Ну, миллион, конечно, думаю, это я сильно сказал, но тем не менее, с какого-то большого числа. И плюс в Carbon API реализовали новые математически сложные, тяжелые операции. Тут, кстати, стоит сказать то, что между Graphite Web и Carbon API есть некоторая несовместимость, но она очень четко документирована. Короче говоря, сходите, посмотрите, все в open source, все есть. Вы можете прямо сейчас начать использовать. Это то, что используется в Booking в продакшене уже года 2-3. Все работает.
Вот. Тут, кстати, очень интересные проекты. Carbon Mem — это, короче говоря, in-memory storage для метрик. Например, представьте, что у вас есть... Ну, представьте, что вот в чем проблема в графайте. Например, если вы пишете метрики, в этой метрике есть, например, какой-нибудь хэш. Да, и как только вы записали метрику, аллоцируется место сразу, например, под одну неделю, под неделю секундных бакетов, потом под неделю минутных бакетов и так далее. Короче говоря, как только вы записали одно единственное число, у вас сразу там аллоцировалось 5 мегабайт памяти. А у вас, если в пути хэш, соответственно, получилось так, что этих хэшей там 100 тысяч, да, и вы буквально там, чтобы сохранить по одному значению для каждого хэша, вам нужно там несколько сотен гигабайт на сторидже. А так вот, Carbon Mem это все умеет хранить в памяти. Он хранит очень маленький промежуток времени, например, там последние полчаса, да, но он может хранить все в памяти. Очень удобно, например, если вам нужно анализировать какие-нибудь там, не знаю, вы вдруг захотели сохранить все юзер-агенты, на которые вам прилетает. Вот вы хотите посмотреть распределение по юзер-агентам. В стандартном графайте это практически нереально, потому что вам всегда нужно обрезать, да, потому что у вас слишком много вариаций получается. Короче, посмотрите, советую. Два трюка с графайтом хочу рассказать. Один давайте я не буду рассказывать. Или рассказать? Расскажи? Ну ладно. Графайтом многие пользуются, да? Вы знаете, да, что там, это по сути RRD tool, да, который у вас есть, там сколько-то секундных бакетов, сколько-то минутных бакетов, сколько-то часовых и так далее. Так вот, когда у вас все секундные бакеты переполнились, нужно каким-то образом нам вытолкнуть значение и положить его в минутных. Потому что нужно нам данные агрегировать. По умолчанию в графайте функция агрегирования average. Так вот, теперь представьте, что ваша метрика — это counter. Например, у вас было по одному значению в секунду. Вы положили в первую секунду одно значение, например, там 1. Да, то есть у вас counter увеличится каждую секунду. Во вторую секунду положили опять 1, в третью опять 1 и так далее. У вас таких 10. Так вот теперь, если вы сагрегируете все в минутную метрику, у вас среднее значение получится 1. А у вас counter, у вас он увеличился 60 раз. У вас должно быть там значение 60, а не 1. Да, таким образом, в графайте очень важно правильно задавать функцию агрегирования. То есть в букинге мы используем такую naming convention, когда у нас, если метрика заканчивается на почерк sum, почерк count, у нас прямо в aggregation schema прописано, что к этим функциям, к этим метрикам применять функцию агрегирования sum. А если они заканчиваются, например, на last, то это last, ну и так далее, max, min. То есть, на мой взгляд, достаточно удобно. Попробуйте себя, может, у вас заработает. И второе тоже так связанное. Давайте такой небольшой челлендж вам. Смотрите. Вот здесь вот у нас два графика. Может, не очень хорошо видно. Это время ответа некоторого сервиса. Серый график — это максимум. Внизу это 99,99 перцентиль. Время у нас 1 день. Есть второй график. Вот два графика. Да? У них масштаб один и тот же. То есть по y масштаб один и тот же, по x все одно и то же. Одна и та же метрика. В чем разница? Вот первый, вот второй. Нет, шкала одинаковая. Тут не видно, но здесь мы начали с 10, закончили на 300. На втором тоже начали с 10, закончили на 300. Идей нету? Что? Нет, шкала одна и та же. Смотрите, графайт, когда рендерит ваш график, у него есть определенное количество пикселей по ширине. Например, это 1000 пикселей. Теперь представьте, что вы здесь вот график за день. У вас дата-поинтов намного больше, чем количество пикселей на экране. У вас, получается, на каждый пиксель приходится, например, там по 100 значений. Графайту нужно каким-то образом агрегировать эти значения и положить его в один пиксель. По умолчанию он применяет функцию average. Теперь получается то, что, например, вы считаете перцентили. Перцентиль — это как бы максимум. Да? Вы хотите смотреть максимум. И у вас получается так, что графайт вам очень сильно врет. То есть, смотрите, представьте, что вот здесь у вас на один пиксель у вас пришли значения 10, 10, 10 и 1000. Да? Вам графайт, average посчитает от 10, 10 тысяч, у вас получится какие-нибудь там 20. Да? Я заканчиваю уже. И если вы используете функцию consolidate by, вы укажете ему использовать максимум, да, то он из этой максимум, то есть из этих трех значений 10, 10 тысяч, он возьмет вам 1000, что правильно для перцентиля. То есть вот это вот очень важно учитывать, потому что вот у вас реально вот это вот реальный график из продакшена. То есть когда вы смотрите на длинные диапазоны, вот может быть вот такая огромная разница. Учитывайте это. На этом у меня все. Спасибо. У нас время на 2 вопроса.
Привет, спасибо за доклад. Очень классно. Вопрос такой, вот у тебя там было, что DDoS детектор, основной алерт — это underbooking, правильно? Вопрос, как его не детектить, да, там по порогу или там какими-то трендами, хольт-винтером, как угодно. У тебя будут ситуации, когда он, на самом деле, вот у вас релизов нету неделю, не бывает такого, но, предположим, нету релизов неделю, а он сработал, да, вот как, то есть есть какие-то оценки того, как часто он срабатывает, в этот момент идет выкладка, выкладка останавливается, естественно, а на самом деле, ну, понятно, да, это false positive. То есть как детектится, что он это... Как underbooking детектится и как вы боретесь с тем, что false positive откатывают релизы? Как детектится underbooking, я сказать не могу, потому что, во-первых, не знаю, во-вторых, если бы знал, то не сказал бы. Вот. Но в общем и целом, во-первых, то есть когда underbooking, роллауты не останавливаются, то есть в зависимости, сколько это времени займет. Но в общем и целом, короче говоря, если у нас срабатывает underbooking, мы пытаемся понять, что произошло, в чем причина. То есть если мы видим, что как бы проблем вроде бы нету, да, то есть явных проблем. Мы можем попытаться взять, у нас есть несколько ключевых ролей, которые отвечают за сам процесс бронирования, мы можем попытаться их откатить на предыдущей версии. Да, то есть мы можем сначала попробовать откатить код, потом попробуем откатить Puppet, он тоже у нас выкатывается отдельно. Да, то есть таким как бы, ну, методом проб и ошибок мы будем пытаться понять, почему нет. То есть такой вот прямо процедуры оценки, Ладно. скажем так, она мне, если есть, она мне неизвестна. Окей, спасибо. А еще я хотел сказать, вот ты показывал, что графит, там в 1 пиксель много дата-поинтов. У перцентилей макс это тоже неправда, потому что если у тебя перцентили по сабсетам, и ты от них макс берешь, она тебе будет завирать вверх, соответственно. Ну, просто ты сказал, что это правильно, но это так не совсем правильно говорить. Еще один. Спасибо за доклад. Короткий вопрос. Сколько на вашей памяти было постмортемов? На моей памяти было штуки 3-4. В одном я участвовал, когда нас... у Букинга примерно там несколько лет назад были прямо серьезные проблемы, и группу инженеров взяли и посадили в комнату, ну вот, сказали, что пока не порешайте, не выйдете. Ну, конечно, нас выпускали там в туалет и покушать, но...